Что это? Это мини-ПК. Для чего? Для работы. Для какой работы? Для разной работы. Ну, окей, пошли со мной. Не-не-не-не, подожди. В смысле? Ну, вы Не подожди. для этой. Давай, пошли. Да подожди. Не для такой работы. Для какой работы? Для работы с таблицами, с данными. Компьютер. Компьютер. Ну ладно, ребят, шучу, конечно. Ninker N10 на процессоре N100 12-го поколения от Intel, честно говоря, достаточно дешевенький. Для работы, игры, каких-то развлечений. А вот какой игры, каких развлечений, какой работы мы будем сегодня рассматривать с вами в этом обзоре. На канале Технозон Ninker N10. Поехали. Ninker мини-ПК. Смотрите, на коробочке ничего не указано. Все сейчас будем смотреть распаковочку. Ну-ка, о, какой маленький. Значит, надо посмотреть, что там еще есть. Здесь все, смотри, как сделано. Не-не-не, вот так вот. Ты поняла, Ninker? Короче, так поработали. Смотри, какой комплект. Коробочки не делать умеют. Так, блок питания компактный. Да ладно, слушайте, без вот этого набалдажника. А ну насколько у нас тут? 12 вольт, 3 ампера, 36 ватт. Хорошо. Здесь пустая коробочка. Что у нас тут? Что-то есть, пока не понимаю, что. Так, инструкция. Все, не надо, неинтересно. А что, нету ничего больше? Имеется в виду там какие-нибудь крепежи? Ничего нету? Охренеть. Не HDMI. Это тебе целый мини-компьютер. Так, ладно, смотрим. Сам по себе мини-ПК маленький. Разъем питания HDMI, LAN RJ45. Еще один HDMI, USB 3, USB 2. Теперь спереди 2 USB третьих. Это SS-порты, SF-порты SuperFast. SS, вернее, вообще-то, да. Super Speed. Потому что сзади обыкновенный USB-порт до 500 мегабит, здесь до 10 гигабит или до 5 гигабит, честно говоря, тут трудно понять. Тестировать особо нечем. Есть крепление, должно быть крепление где-то. Слушай. Ладно, сейчас мы посмотрим, что у нас есть тут. Внутри. Так, теперь, как сдернуть крышку, знаете, я уже вам лайфхак рассказывал 100 раз. Оп. Так, слушайте, ну здесь, само собой, так как это N100, одноканальная память 16 гигов, DDR4 266, все, в принципе, пока что нормально. Могул, ну, средняя память, я вам скажу, китайский производитель. Смотрите, у нас какой Wi-Fi модуль. Не знаю, не могу разобрать, что за модуль. Да, он там запечатан хорошо. Не, запечатан хорошо. Поэтому будем рассматривать уже на в самом операционной системе в самой. И у нас вот такой вот M2 SSD диск формата 2242 на 512 гигабайт. Ну, я скажу, ожидал худшего. Слушайте, при том, что здесь можно еще один поставить. PCI Express, да ладно, слушайте, давайте сразу ставить, посмотрим, что получится. Чисто для тестов. Так, сейчас мы сюда что-то приплетем. Давай какой-нибудь тестовый, да? Влепим. Сейчас посмотрим, насколько он работает. Нет крепежного винта, вот это большой минус. Винты нам нужны. Мы не мы, если бы у нас не было с разборки разных девайсов. Смотрите, сколько разных винтиков. Сейчас подберем. Итак, после серии проб и ошибок винтик найден. Хорошо. Ну вот в таком виде. Там, кстати, вы видите сейчас фотографию, очень хорошо сделано охлаждение. Прям вот поработали. Это вот по этому мини-ПК. Ну что, будем собирать, подключать и тестировать. Так, а стоимость? Стоимость $199.
Но Ninkr N10 мини ПК, Intel 100, 4-ядерный, до 3,4 ГГц. Вы посмотрите обязательно, сколько мы достигнем по факту. 16 на 512, Windows 11 Pro. Компактный, удобный, частота 3.4, DDR4, тут пока ничего нового для нас. H2, HDMI 2.0 по 4К 60 Гц, это хорошо. Кстати, вот видите, даже они показывают, насколько это разница между, например, тем же устаревшим Intel J4105, потому что Intel N100 это 12-го поколения проц, по сути. 512 гигабайт SSD, сразу говорю, SATA, ну вы уже на распаковочке видели, конечно. И тут Intel UHD Graphics, тут нам, в принципе, ничего такого интересного не показывают. Ну, как они игры, конечно, PUBG там показали, я вам сразу скажу, PUBG тут работать не будет, но что-то мы с вами да поиграем. Во что будет сюрприз? Универсален для любых задач, для любых я сильно сомневаюсь, но то, что он имеет место быть, я вам это сразу говорю. Ребят, ссылочка в описании под видео. Немаловажный аспект в том, что это конкретно производитель, конкретно проверенный продавец. И, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры, а мы уже переходим тестировать. Слушайте, ну начну именно с игры, потому что я даже на таком вот рабочем компьютере просто-напросто спокойно играю. Играю во что? World of Tanks Blitz, Diablo 3, играю Hearthstone. Все это сегодня покажу однозначно, все должно быть по-честному, то есть все абсолютно так, как я вам говорю. Давайте куда-нибудь сейчас поедем, быстренько сольемся. FPS сейчас 60 выдает, это средневысокие настройки. А ну иди сюда, сейчас вылетит чудо. На! И сразу получает в бачок. Все, и сразу все, он слился уже. До свидания. Вот он, второй. Все благодаря... Я ему гусеницу повредил. Все благодаря вашему покорному слуге. Давайте еще разочек ему гусеницу собьем и просто-напросто достреляем. И как вы видите, все отлично работает. Никаких фризов меньше 60 FPS он не выдает. Ух ты, сколько у вас тут поприлетало, и все меня пропустили, короче, как-то так. На тебе. Короче, меня сейчас сольют очень быстро. Давайте, танковые баталии, это все хорошо. Еще раз проредил, все честно, красиво. А ну давай, еще я его даже слил чуть-чуть. Достреливайте уже меня. Ну ладно, выходим. Слушайте, тут как бы вопросов вообще нет. Как в принципе нет вопросов к процессору. Самый обыкновенный Intel N100. Пожалуйста, на сокете 1744 ноутбучном, 10-нанометровый, 6 мегабайт кэш третьего уровня. И тут больше нам в принципе нечего смотреть. Мы потом еще посмотрим, какие максимальные частоты мы достигали. Мать, ну, тут PCI Express 3 она поддерживает. Память у нас DDR4 16 гигабайт, одна планка. 64-битная, как мы и смотрели с вами на распаковочке. Ну, по графике тут Intel UHD Graphics. Если посмотреть Tech Power GPU Z, то тут самый обыкновенный Intel UHD Graphic. Ширина шины 192 бит. Тут как бы вообще мы ничего не можем с вами посмотреть и ничего не можем сделать, потому что графика-то достаточно слабая. А вот то, что мы с вами должны будем сделать, это, конечно же, немножечко его потестировать на температурные режимы, потому что действительно там неплохо сделано у нас охлаждение. Давайте запускаем тротлинг тест. Буквально 5 минут нам уже будет достаточно для того, чтобы определиться, есть ли тут тротлинг или нет. Ну, я вам скажу так, у меня абсолютно все идеально, никакого тротлинга нет. Вот вы видите с собой дополнительно фотографию, я ориентировался еще на обзоры других ребят, и ни у кого не возникло тротлинга. Действительно, температура процессора у меня не поднималась выше 74 градуса, хотя у кого-то поднималась до 76, я думаю, тут индивидуальные условия тестирования. По тротлингу вопросов мы, не то что по тротлингу, и по нагреву мы не нашли, поэтому можем спокойно переходить далее. По тестам. Тесты у нас есть, я проверяю обычно Checkmate и PhotoWorks. Это показывает реальные возможности процессора, да и в целом сборки как таковой, потому что эти именно тесты рассчитаны на сборку в целом. В данном случае N100 у нас стоит выше 16-ядерного атома и 6-ядерного Core i7-990X Extreme, 8-ядерного Xeon X5550 и 4-ядерного Core i7-2600 HT. И немного не дотягивает до 6-ядерного Core i7-39600 и приблизительно Core i7-4930. Если брать PhotoWorks, то здесь более реальные результаты мы увидим.
Опять же, чуть выше, чем 4-ядерный Core i7 2600, немного не дотягивает до 6-ядерного FX 6100 и обгоняет 8-ядерный Opteron 2378. Для вот мини-компа дешевле $200, это вот даже неплохо. Вы здесь можете работать, в принципе, вот в чем работать, мы сейчас с вами посмотрим именно в PC-марке. Потому что в PC-марке мы набрали 2849 баллов, тоже приблизительно чуть выше среднего результата для именно N100, при том, что у нас еще тут что-то синхронится. И тут у нас есть разные категории. Первая это Essential, вторая продуктивность и третья Digital Content Creation, это для работы с контентом оценка. Essential это у нас есть 3 подпункта. У нас есть видеоконференц-связь, видео веб-браузинг и старты программ. По старту программ вообще никаких вопросов нет. Тут очень все быстренько и хорошо. По видеоконференц-связь замечаний у меня нет в том плане, что приватная связь на CPU у нас 28-30 FPS для связи, это отлично. Через OpenCL те же самые 28 FPS, и в принципе для веб-конференц-связи вам это подойдет. То есть если вы сюда подрубите вебку и будете, ну я не про вебкам сейчас говорю, я говорю про Zoom, про Skype, про все остальное, то есть вы там спокойно можете общаться. По браузингу, видео в браузинге по типу YouTube без ограничений до 4К, анимированные объекты 3D 125 FPS, Shop View Image 60 FPS, то есть вы можете позволить себе любой браузинг, как и работу в таблицах. Я вам расскажу так. Для написания документов идеально, для работы с Excel идеально, и базы данных тоже идеально. Единственное, Recalculate Monte-Carlo 143 секунды. Это значит, что с огромными, мега огромными базами данных, это имеется в виду там матрицы, там десятки тысяч строк на десятки тысяч колонок, я бы, конечно, не рассматривал, потому что рекалькуляция занимает 143 секунды. Хотя и это тоже, я вам скажу, небольшой результат, относительно небольшой результат. На тех же самых там i3 каких-то младших моделях там все намного хуже. По редактированию фотографий. Пожалуйста, редактируйте. 2968 баллов отлично. А вот рендерить, в принципе, монтаж видео на лету 20 FPS вы будете видеть дерганину, поэтому для монтажа видео данный мини-ПК не подходит нормально. И для работы с видеоконтентом тоже не подходит, особенно с рейтрейсингом. Поэтому нет, нет и нет. Тут вам можно рассматривать только редактирование фотографий нормальное, комфортное. По частотам, которые достигал процессор у нас, он упирался 3390, ну короче, 3,4 ГГц. 3,4 ГГц он достигал спокойно, без проблем. Да, 3390, 3391 спокойно достигал камень. По нагреву максимальной температуры, как я говорил, 74-75 градусов. Неплохо, 76 максимально. Неплохо сделанное охлаждение. GPU максимально 64 градуса, 66 то, что я вижу. То есть действительно мы подтверждаем тесты VAIDA 64, охлаждение для мобильного процесса сделано неплохо. Максимальная температура у нас достигала 76, это конкретно в рендеринге и в работе с видео. Поэтому вы должны это понимать, что для рендеринга и работы с видео он не совсем подходит. А вот, например, неплохо подходит для игры в Diablo 3. Я просто на нем играл в Diablo 3 и, пожалуйста, спокойно бегается, спокойно, без особых вообще фризов. При этом я вам сейчас покажу на какой графике. Пожалуйста, если мы пойдем в настройки, то это у нас высокие качества текстур, средние тени, высокие качества физической модели и качество детализации ландшафта высокие. Если мы поставим хотя бы среднее, то будет все еще, ну здесь высокое оставим, тени низкие поставим, то будет все еще быстрее. То есть все будет намного ярче и плавнее. Вот, пожалуйста, смотрите, мы продолжаем. Ну, все, в принципе, точно так же. То есть вы можете спокойно играть в игры порядка такого, как Diablo 3, Diablo 4. Ну, я не знаю насчет 4, у меня 4 нет, не играл. Diablo Immortal играл, спокойно все прорисовывается, отлично работает. Поэтому я не вижу здесь никаких вопросов. Ну, давайте сейчас добежим до какой-нибудь мелочи. Сейчас посмотрим, что я тут с кем-то подрался. И подраться не с кем, всех повыносило и все. А вот они, эти чудеса, которые там на меня нападают. А ну иди сюда, давай мы сейчас с тобой разберемся со всеми. Тух-тух-тух-тух. Давай, иди сюда. Ну или, например, поработать в Excel, в Word и во всех остальных там офисных программах, в PowerPoint. Пожалуйста, можете спокойно, зря я все удалил, конечно. Давайте что-то на что-то поумножаем, порекалькулируем. Так, вот это возьмем, прибавим
там 133 и сделаем еще там сумму этих двух чисел, а потом возьмем и скопируем. Все. Вот так вот сделаем и погоняем немножечко на рекалькуляцию на большие матрицы. То есть это хороший такой себе тест. Ну, давайте до 1000 строк посмотрим. Там Recalculate Monte-Carlo занимала 143 секунды. Вот такие вот, это тесты примерно вот как рекалькуляция Монте-Карло, когда оно берет матрицу, масштабирует, копирует и рекалькулирует в режиме реального времени. Ждем, ждем, ждем. Я думаю, что секунд 20-30 это может занять. Я вам это вынужден показать, не вынужден, а я вам это обязательно показываю как правду про то, как работают гаджеты или девайсы. Пожалуйста, все скопировало. То есть мы с вами получили какую-то матрицу, можем помасштабировать, это уже можем ее скопировать. Смотрите, это многотысячная, грубо говоря, матрица. При этом он с Excel работает отлично. Само собой, написание текста, форматирование текста, печать текста, работа со сканерами, со всем остальным, все у вас будет работать. Вот, пожалуйста, у нас большая матрица. Ну и, конечно же, тест сетевых возможностей. Запускаем на LAN J45, получаем чистый гигабит. Вопросов нет. Сейчас 5 гигагерцовый Wi-Fi проверим, 22,4 ГГц. Но по коммуникации я вам скажу так, что от Wi-Fi 5 ГГц я не ожидаю ничего там сверхъестественного, как и от 2,4. По LAN J45 идеально. Отключаем LAN J45 от нашего мини-компа. Сеть Wi-Fi подключилась. Мы сейчас имеем с вами 5 гигагерцовое подключение с коннектом канальной скоростью 433 мегабита, потому что это Wi-Fi 5. Обновляем наш OpenSpeed тест и проверяем скорость сети. Больше 300 мегабит для Wi-Fi 5 при канальной скорости 433 мегагерца. Это отличный результат. То есть здесь модуль работает практически на полную. То есть на текущий момент 367-368 мегабит. Неплохо. Неплохо, действительно, для Wi-Fi 5 очень даже неплохо. Рабочий инструмент. Обыкновенный рабочий инструмент, достаточно бюджетный, который можно взять с собой, который можно закрепить. Единственное, чего пожалели, конечно, в комплектации крепежа для монитора и даже HDMI кабеля. Вот за это большой минус. Не думаю, что они сильно много на этом сэкономили. Теперь тестируем 2.4 модуль. Стартуем. 90-100 мегабит. Фактических 100 мегабит, 99. Отлично. Для 2.4 суперово. Слушайте, ну раз уж мы сейчас в браузере, то я думаю, что нужно проверить сразу именно браузинг вот этих вот всех дел мультимедийных, например, там ютубчик, какой-нибудь стриминг. То есть мы же должны здесь не только поработать, мы должны как-то поразвлекаться, кино посмотреть, ютубчик посмотреть 100 на 100. Вообще идеально. Слушайте, для 2.4 прям вот я доволен. При том, что 2.4 там мусорные частоты, как я их называю. И они, честно говоря, уже всех достали. Здесь мы, конечно же, будем использовать 4К Geoplace и те ролики, которые мы делаем собственными руками на, вот, пожалуйста, наш канал, который мы снимаем специально для таких тестов мультимедийных возможностей и различных девайсов. Максимально выбираем 2160, смотрим статистику для сисадминов и посмотрим, как он декодирует. Есть у нас базовые дропы на 4К 60 FPS. Сейчас посмотрим, смотрим. При коннекте в 73 мегабита все, дропы пропали, протормозило, все нормально, 63 дропа на 1767, нормальный показатель, я вам скажу, для N100 процессора. То есть, если это будет, например, ролик на DreamView channel, давайте любой другой 4, там Golden Autumn, давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, у нас все тоже работает в 4К, 2160 4К. Давайте выбираем. И здесь есть единичные дропы, которые не влияют на просмотр. То есть в 2К 60 FPS будет работать идеально, 4К, то есть смотрите сами, единичные дропы какие-то возникают. В 2К будет просто-напросто отлично работать. Смотрите, есть каких-то базовых 11 дропов, ну они идут на разворачивание, на сворачивание самой картинки. Нет, тут все отлично. Слушайте, ну вы здесь сможете смотреть все, что вам вздумается. Для стриминга подходит он неплохо. Можем посмотреть, попробовать какие-то каналы. Давайте включили. Вот, пожалуйста, у нас канал работает. Давайте еще какой-то переключим. Вот, все переключается, все работает. То есть IPTV-шечку тоже можете смотреть без проблем. И вот мы, кстати, играем в Half-Life 2.
Да, Half-Life 2 я когда-то играл, проходил. Кто не играл, очень советую. Даже на N100 Pro C, пожалуйста, эта штука работает без каких-то проблем. С достаточно неплохой графикой. Кстати, а дальше тут-то куда? А? Кто может написать, куда мне тут дальше линять? Что-то все огорожено, надо искать, куда бежать. Half-Life 2. Ну, у меня еще остался Hearthstone, конечно, я покажу. Ну, сейчас сюда куда-то вверх пойдем, попробуем. На каменюке некуда. Некуда. Тут у нас поезд завалился. Здесь мы выпали. Опа, что это было? Да ладно, поезд обрушился. Капец. Мост, вернее, обрушился. Нормальный вариант. Слушайте, на самом-то деле, давайте ей стрельнем ей в этот. А, я не могу не стрельнуть, да? Плохо. Это игра легенда. Ой, я сейчас тут навернусь, наверное. Бам, ну все как обычно. Изначально у нас здесь стоит Windows 11 Pro. Ну, на момент съемки у меня все обновлено. Если говорить про устройства, которые там стоят, хочу отметить одну вещь. Очень даже, знаете, так не забавную, а очень даже хорошую. Для мини-компа такого уровня. Здесь стоит контроллер USB 3, 10-гигабитный, то есть на передней панели у нас действительно 10-гигабитные USB-шки Type-A. Это очень хорошо, то есть вы можете сюда подключать быстрые SSD-шники, быстрые сетевые карты, например, 2,5 гигабита. И также у нас вот, пожалуйста, стоит Realtek 8821 сетевой адаптер и Realtek PCI-Express гигабитный, скажем так, LAN адаптер. То есть, ну, действительно неплохо подобрали конфигурацию на свои деньги. SSD-шник, который мы 2242 формата вы с вами видели, это SATA 600 интерфейс, тип передачи на стандарте ACS 2, ACS 2 ревизия 3, поддерживает Smart, Trim, GPL и другие никому ничего не значащие аббревиатуры, и мы должны с вами провести тест чтения этих SSD, вернее этого SSD. Ну и как мы видим, стандартные результаты. Конечно же, тут диск не грелся, это SATA диск, тут говорить не о чем. Стандартные результаты для именно SATA диска M2 формата, максимально стандартные, даже так перефразирую. Но что будет, если вы поставите M2 NVMe, тут на 70 градусов не смотрите, у меня почему-то контроллер постоянно показывает на моем SSD диске 70 градусов и никак ни на что не меняется. Тут уже вопрос не к самому мини-ПК, а к тому NVMe дополнительному диску, который я сюда влупил. Давайте посмотрим, что будет на NVMe, когда мы его сюда поставим. Ну и, пожалуйста, это PCI-Express 3. Тут мы не ожидали тоже никаких экстра таких результатов, но это неплохой результат, если на NVMe сюда поставить, допустим, систему, либо использовать NVMe для приложений, то вы получите прирост как минимум в 3 раза по скорости чтения и записи. Ну и, конечно же, закончим Hearthstone. Одна из моих любимых игр, пожалуйста, спокойно играю, без вопросов, анимация все работает. Слушайте, ну для незатейливых, я уже сейчас делаю как бы вывод, тут прямо здесь, играю в Hearthstone, я сейчас уже делаю вывод, что данный мини-ПК неплохо подходит для работы, неплохо подходит для каких-то незатейливых развлечений. Например, вы не геймер, но иногда там поиграть какой-нибудь саперчик, какую-нибудь карточную игру, какую-нибудь старую, там поностальгировать, допустим, Half-Life 1, Half-Life 2 вы можете, ну или в Diablo погонять, все что вам угодно. Поэтому я думаю, что этот, скажем так, мини-ПК подойдет многим, учитывая его достаточно небольшую цену. Мы рекомендуем, ссылка в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.